Привет, народ. Сейчас, пока вы подсоединитесь, я этот самый тоже тут кое-что включу. И таким образом напишите мне, когда подсоединитесь, будет ли там чат готов к работе написано, хорошо. Будет ли там что-нибудь слышно, видно. А я тут сменить аккаунт на компьютере включу, чтобы видеть ваши комментарии. Посмотрите пока туда, чем мы будем сегодня заниматься. Зритель один, это я сам, наверное, типа вижу сам себя, сам себе пою. Так, сигнал хоть хороший, вроде бы хороший, вроде бы хороший. Изменяем кое-что. Так, раз, два, сохранить. Теперь сведения. О, народ, всем привет. Сейчас, одну секундочку доделаю, так сказать, вставлю в плейлист это видео, чтобы люди могли увидеть. И таким образом буду вам все рассказывать. У меня какой-то часик появился посидеть на природе. И мы им и займемся этим часиком. Посидим на природе. Так, вот здесь надо изменить язык, иначе потом не понимает. Ставит мне вечно английский. А какой же я английский? Так, кто там есть? Народ есть. 4 человека. 4 уже. Самых. Сейчас я включу комментарии, чтобы видеть. Так. Сохранить. Так, и теперь сама трансляция, чтобы я видел комментарии. Так, это все, окей. Угу. Вот тут он пойдет, комментарии будут мне видны. Отключим звук отключим. Так. Вот. Ставим на паузу. Так, ¿cómo estás, amiguito? Bien, Gustavo, bien, mira. Estoy en Mar del Ajó. Слышно, видно, старый двор, превосходно. Здравствуйте, приятной зимы. Смотри, какая у вас теплая погода. Да, и то у нас сегодня обещали немножко погоду не такую, то есть в каком плане не такую. Должно было быть чуть похолодание, потому что стал южный ветер, ночью должен был поменяться. Сейчас меняется второй раз с южного на северный. Проходит с юга на север так через восточный, то есть как бы с океана. И вот с океана очень большие волны. Я с утра проснулся в 6 утра, пошел на океан порыбачить. Клёва у меня не было, но у людей, которые сети на ночь ставили около берега, у тех были пескадижа, хоть и сеть запуталась ихняя короткая, но все равно штук 15 рыба не вытянули. Потом те, что едут, тут есть один кораблик, который уезжает и сетки собирает, потом привозит и продает прямо на пляжу свежую рыбу, тоже привез хорошие рыбы. Ну, а клёва с берега не было, зато куча устриц. И сегодня практически я вот заходил в кампинг, говорил с хозяином кампинга, в котором мы раньше жили, и практически сегодня последний день, когда вот есть наплыв народа на побережье. То есть такая, знаете, как бы закрытие сезона. Мы находимся в этом самом Мар-дель-Ажо. Мы снимаем сейчас вот такой домик. Вот тут машина стоит под навесом, вот такой домик. Ну, потом покажу. В принципе, видео про этот комплекс, где мы снимаем, у меня есть. Я потом ссылочку поставлю, и кто захочет, он уже сможет посмотреть напрямую. Потому что мы приехали ненадолго, дня на, ну, типа на 4 дня, что ли, 3 ночи, 4 дня. Тоже на закрытие такого сезона, как бы поотдыхать, на пляжу поваляться, люди купаются.
Мы находимся за 100 метров от океана, то есть в принципе пройти только 100 метров и уже океан. И там очень ветрено, сейчас наступила жара, сейчас как раз вот у нас уже 14:07. И как все аргентинцы мы начали делать Парижу. Кстати, пойду посмотрю, как оно там, так что я периодически буду отходить в Париже, а вы посмотрите. Вот там я делаю Парижу, там еще сосед соседнего домика, кстати, мой подписчик тоже делает Парижу. Берем туда какую-то вилку, чтобы все поправить. Ну да, или... Вот, это мне тоже мои подписчики привезли вот такой для Парижа инструмент. Спасибо, это Андрей привез с Наташей когда-то. Теперь мы его будем возить с собой, пользоваться. Так что сейчас достанем оттуда какую-то щипцу. И пойдем посмотрим, как у нас там все происходит. А то так держим, говорим, на какие-то случаи. А теперь, ну, на какие случаи? Надо идти и смотреть все. Так что надо с собой возить инструмент. Так что я как заправский аргентинец, смотрите. Нож, вилки такие. И вперед. Все, поправил. Будем сейчас здесь. Хорошая погода еще пока что на данный момент. Все-таки около 30 градусов держит. Ветер снова сменится. И завтра мне сказали, что уже на пляжу будет гораздо меньше народа, чем сегодня. Так, слышно, видно. Здравствуйте, приятно смотреть. Здравствуйте. Так, я ваш первый зритель. Ну, про Рустам, спасибо, спасибо. Так, привет из Молдовы. Классно. Молдова, смотрите, какая у нас тут природа, скажем так. Так, а погода в Аргентине, Перу, Лима сильно разница? Ну, не знаю. Я не был в Перу, я думаю, там более в горах они как-то расположены. Хотя, может, я ошибаюсь, я не был, так что не знаю. Я знаю, вам про Аргентину могу рассказать, какая погода, но никак не про Перу. Сказать тебе трошки? Ой, я сюда сяду. Давай я это соберу. Я на 2 минутки. Да. Просто поздороваться. Ой, я очень сильно внизу сижу. Слишком низко здесь. Садись сюда, а я там. Я на секундочку. Привет. Нет. Что как-то так камера стоит странно. Как нормально камера стоит. А что там ты завис? Где я завис? Я тут поставил на паузу. Зачем мне надо комментарии только смотреть. А, вот, видишь, тут комментарии удобно. Ой, я смотреть. тут видео слушаю. Да? А кого ты слушаешь там? Не важно. Сейчас покажу, какой вчера случайно термос купили, и нам очень понравился. Чашечку. Похвастаюсь. Ничего не бывает случайно. Да. Были в магазине. Мы давно хотели. Мы были в магазине за этим самым. Заезжали за продуктой. И смотрите, вот эта марка Contigo, только с другой стороны написано, а там тоже написано, она довольно хорошая. Мы термос такой купили, не нарадуемся. Ну, в каком плане, что действительно он держит. А потом заехали в магазин, и были такие чашки. Мы за продуктой заезжали, и были такие чашки. Я давно в машину хотел, знаете, когда в машине едешь, кофе какой-то, еще что-нибудь пить прямо там вот в машине. И когда вот между сиденьями есть такое
штука, куда у меня она как раз становится классно. И были вот этой марки все одинакового размера. Все одинакового размера в смысле по емкости, но были разница в цене из-за крышек какие. И вот одна была за 8, за 12, за 9 тысяч, и это за 12 тысяч. Мы взяли вот эту. Прикольная штука. Не проливашка. Вот. Тут кофе сейчас есть. Видите? И когда хочешь пить, достаешь, тут такая кнопка. Наклоняешь, нажимаешь на кнопку, и тут открывается все, и ты сможешь спокойно попить. То есть едешь в машине, там кофеек попиваешь, раз, на кнопочку нажал. Сверху еще есть такой замок, вот здесь, видно вот. Если не хочешь, чтобы там, ну, как в рюкзачке или где пролилось, ты просто нажимаешь на этот замок. Вот, все, теперь кнопка тоже не нажимается. То есть даже нажимая на кнопку, ты уже ничего не сделаешь. Надо открыть замок, чтобы пользоваться. Очень удобная штука. Класс. Теперь у меня в машине для моих поездок, сейчас же будет скоро как бы сезон меняться, будет там зима, все такое дело, и может захочется куда-то поехать, там карпу погонять еще где-то по Аргентине. И вот в машине едешь, кофе с собой берешь, ну или холодную воду, кому что надо. Она, написано, держит там где-то 12 часов типа горячее, и в 2 раза больше там держит холодное. Так что можно и то, и то. Так, привет из Ставрополя. Спасибочки. Погода жаркая, погода 30 градусов нынче стоит. И ночью спим полностью. У нас тут такое окно есть, мы такое здоровенное окно открываем. Спим полностью с открытым окном. А днем, я же говорю, 30. Вот сейчас с пляжа все поуходили, надо подождать хотя бы самое сильное солнце, когда пройдет, и после 4, после 5 можно снова идти на пляж вечера. А днем это будет это самое. О, сосед мой уже там свой Парижу забирает. Они уже там приготовили раньше, чем я. Он ходит. Видите, вот это вот по-аргентински. Вот обед. Походили утром на пляж, с пляжа пришли, обед сделали на мангале. И все. И попроще главное. Никаких там особых прибамбасов. Куски мяса кидаешь на мангал и должно шквариться. Главное, чтобы не сгорели. Так, привет из України, скільки часу в Аргентині живете? Так, считаем. Ну, мои 26, или вот будет, наверное, уже 27 лет. Наверное, где-то через пару недель будет 27 лет. Вот, потому что мы приехали сюда в 96-м году, в прошлом столетии. Дядя Леня, привет, 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 привет. Подскажите, пожалуйста, район Миссионес стоит рассматривать для жизни длительно. Капиталь все же холодновато. Ну, не знаю, если вам Капиталь холодновато, нам, честно скажем, Капиталь как раз не холодно. Но есть люди, которые очень жару любят. Миссионес. Я вам так скажу насчет Миссионеса. Если вы любите дикую природу, и меньше как бы города, а больше такого всего природы, тропиков, жары, змей и всяких обезьян, то да, конечно, стоит. Туда очень многие уехали, кто выращивает все на полях там, что работает на, ну, в общем, очень много когда-то украинцев туда уехало. И там вообще куча украинцев в Миссионесе. Там тропики. Если вам нравятся тропики, то да. И водопады, реки, тропики, зверье всякое. Там больше ты получишь наказание, извиняюсь за выражение, если ты машиной переедешь какую-то обезьянку там, чем когда ты собьешь пешехода. Там очень люди вот за природой. Так что, ну, цивилизации, конечно, в 100 раз меньше, чем в Капитале. То есть я в смысле там каких-то больниц, каких-то там музеев, ресторанов и все такого. Там больше кампа, больше такая вот жизнь на природе. Так что почему бы и нет, если вам такое нравится, то да. Но и жарко. Если вас устраивает там Миссионес, там и под 50 будет в хорошую погоду. То есть нормальные туристы, которые из Буэнос-Айреса едут на водопады и все, то те, кто не знает, те едут, конечно, когда жара. А те, кто знает, они едут гораздо тогда, когда в Буэнос-Айресе еще холодно, едут туда, чтобы там не свариться. А когда там будет жарко-жарко, то
Ну, если вас такое устраивает, то согреетесь, конечно. Так, привет с Казахстана, приветики, приветики. Новгород, здоровья вам, Светлана, слава Украине. Хорошо, спасибочки, и вам всем здоровья и удачи. Так, удалось поймать кого-нибудь в океане. Сегодня, кроме мидии, нет, не мидии, этих устриц никого не поймал. Но рыбу видел, но пойманную сетями. Я сегодня еще не поймал. Но я еще надеюсь завтра и послезавтра ловить. Так что вдруг я еще и поймаю. Я купил наживки, я купил камаронес, называется, то есть такие маленькие рачки, как их там назвать, не знаю. И анчоа, такая рыбка тоже маленькая, которая, ну, замороженная уже, но свежая в хорошем магазине купил, свежезамороженную. И вот это идет на наживку. Привез с собой 3 удочки и привез краболовку, которую я еще никогда не пробовал. Я ее сделал специально для океана, забросить крабов половить. Но еще никогда не пробовал. Так что завтра или послезавтра по-любому надо попробовать крабов половить. Потому что вижу, что есть устрицы, которые погрызены крабами. Соответственно, местные говорят, что вроде бы есть крабы рядышком около пляжа. Надо будет попробовать забросить краболовку. Краболовку делал, ну, могу показать, сейчас она в машине вон лежит. Сейчас покажу, какую я сделал краболовку и попробую на нее что-то поймать. Да, я сейчас к вам краболовку принесу. Глянь, ты еще сыр не ставишь? А? Сыр стоит. А ты посыпал чем-нибудь? Нет, там я 5 минут, 10 минут, и надо жарить. Нет, ну тогда давай, доставай. Давай. Давай. Пошел за краболовкой, а пришлось перевернуть еще мясо, и колбаски там лежат, и сырок посыпать. Значит, сделал я вот такую краболовку. Рассказывал мне один китаец, что они в Мар-дель-Плате очень сильно ловят крабов. Говорит, блин, за час, говорит, могу целый ящик пластиковых крабов наловить. И он, конечно, свою конструкцию рассказывал. Я такую, ну, как бы, мне показалось сложная. Я нашел конструкцию, которую высмотрел у какого-то рыбака, по-моему, там что-то с Дальнего Востока, где-то оттуда. Он там показывал, как они делают свои краболовки. Я такое подобие сделал. То есть, эта краболовка должна забрасываться с берега. Этим самым. Должна забрасываться с берега удочкой большой. У меня 4,20 удочка. Сделал ее из троса. Трос сгибается, имеет свою форму, раскладывается хорошо. В середине трос сделал вот такой вот, видите, как восьмерка или тюльпаном. А здесь сделал грузик 300 грамм. Туда будет до грузика привязываться какая-нибудь рыба или кусок курицы или еще чего-то. И поплавок от этих веревок. Соответственно, получается вот такая у нее форма. Вот такая, видите, для заброса. Но когда она падает, она полностью раскрывается вот так вот. И ложится на дно раскрытое. И лежит
а поплавок, чтобы, ну, держать веревки вверх. И вот она должна лежать вот так. Если крабы припрутся за минут 15, потом, когда дергаешь, она закрывается вот так, и ты тащишь закрытую. В общем, идея такая, но она еще ни разу в воде не была. Но я думаю, завтра, послезавтра она в воде побывает, эта краболовка. И мы посмотрим, получилась ли эта идея, сработает она или не сработает. Я ее специально для этого сюда и привез. Так что вот так вот, народ. Так, молодцы мои подписчики, здесь уже появляются. Хозяин этого домика, когда мы приехали, говорит, приезжал как-то не так давно, то есть твой один подписчик, говорит, на русскоязычный. Говорил, что он тебя знает, что он увидел это все по твоим видео и искал здесь землю купить. И в конечном итоге, говорит, где-то здесь купил, в соседнем каком-то городке, говорит, купил себе участок земли. Ну, я знаю, в этом городке тоже есть мои подписчики, которые себе участки покупили. А сегодня ловил рыбу утром напротив кампинга, где мы жили в декабре. И зашел поздороваться к хозяину кампинга. Все, он говорит, ой, после твоего приезда декабрьского, говорит, после твоих трансляций с этого кампинга, приезжали сюда, говорит, отдыхать и пожить беременные русские. Я думал, что между ними и ты появишься, говорит, вместе с ними. Я говорю, не, я вместе с ними не появился. Так что все-таки полезны мои видео, все смотрят и сзади ездят. Ну так вы хоть приветы там оставляйте для меня. Когда будете там кататься в этих краях. Так что вот так, народ. Так. Вы в МДП сейчас? Нет, мы не в МДП. Мы в МДХ. Ну, в МДП, я так понимаю, в Мардель-Плате. Но мы не в Мардель-Плате, мы в Мардель-Охот. Это я говорю, в МДХ мы сейчас. У нас тут зашифрованы для наших, как говорят, общения. А вы китов видели, приплывают? Ну, смотрите, один раз кит даже в Буэнос-Айрес приплыл. Вот прямо в реку Ла-Плату. Его потом эта морская полиция выгоняла катерами оттуда, чтобы он ушел. Так издалека видел, издалека. Но подходили даже, когда в прошлом году, по-моему, приходили. Да, в начале прошлого года подходили сюда к Мар-дель-Охот тоже. И на горизонте мы рыбачили, а киты скидывались. А так в основном киты, конечно, ну, дальше от берега, то есть они к берегу тут не подходят. Или же надо тогда в Пуэрто-Мадрин ехать, в те края, там очень много китов. Так что издалека видел, но вблизи не видел. С Масленицей, с прощенным воскресеньем поздравляю вас, товарищ дорогой. Спасибо огромное. Краболовка класс, надеюсь, сработает. Вот и я надеюсь, что сработает. Ну, в общем, пробовать надо, пробовать. Опять же, все, конечно, зависит еще и от места. Вот я знаю точно, что такими краболовками, кто в Мар-дель-Плате живет, и он пойдет туда, ну, на пирс в Мар-дель-Плате и будет кидать, то там он, ну, как бы точно наловит. Здесь на пляжу, фиг его знает, сработает, не сработает. Все-таки пляж, может, крабы больше около камней, около таких пирсов, чем около пляжа. Ну, не знаю, может и сработает. Даже больше надеюсь, что сработает. Так что вот так вот, народ. Скоро уже, завтра у нас заканчивается практически летний сезон. То есть как, лето еще не заканчивается, но вот те пора отпусков, как у нас привыкли именно аргентинцы, которые идут январь и февраль, это вот такая пора отпусков. А теперь уже март, там уже дети в школу пойдут, то есть это бархатный сезон, само лето будет продолжаться, но уже все. Учителя должны идти на работу, дети должны идти в школу, соответственно, их родители должны уже сидеть дома и все в таком духе. Вот. Сейчас мы, наверное, гляну на секунду на свой мангал и возьму, наверное, вас немножко покажу, хотя бы там участок, поселок, 2 секунды пока, потому что мало времени у меня осталось до того, как надо будет за мясом хорошо смотреть. Но у меня тут лежит стабилизатор, переключу вас на стабилизатор. Посмотрим.
Нет, действительно, я тут чуток, вот тут 100 метров пройдусь, как говорят, и будем уже выключать, ибо надо будет уже это. Я вот туда. Так, ребятки, я вас сейчас переключу на стабилизатор и немножко прогуляю вас по участку. Подождите секунду. Модем брошу свой в этот самый. Мне ж связь-то со своим модемом, кто не знает, через что идет связь, вот через вот это. Вы просто так телефоны фиг, честно говоря, работает. А эти рассказывают, что у них тут фиброоптика и все такое, но что-то я не нахожу хорошей тут связи на их фиброоптика. Вечно обрывается. Приходится использовать всякие свои ухитрения. Так что переезжаем телефоном моим из треножки на другую подставку. И я вам чуток прогуляю. Но недолго, сразу говорю. Мы сегодня еще надо ж праздник попраздновать. Так, ну все, вроде бы. Так, переключаем вас на другую сторону, чтобы посмотреть, хоть что-нибудь смогли. Так, yes. Аиста. Так, чего мы тут я готовлю? Из-за чего кипиш? Вон там сосед тоже уже винцо. Вон на той стороне семья уже. Это соседская Парижа, они уже давно кушают. Вот. А вот моя. Доготавливаю. Сейчас мы с Светой тоже будем, как говорят, кушать. Там сыр, колбаски, 2 кусочка мяса, таких, которые не жирные, то для Светы, а мне, которые с косточками. Я люблю с косточками. Так что вот это все доделывается. Делаем на углях. Основная масса углей в стороне, а туда по чуть-чуть, чтобы только надо рукой так смотреть, какая температура. Вау. И одним словом, там мой обед готовится. Здесь мы вот так устроились. Пойду погуляю 2 секунды. Вы посмотрите. Понаписывайте мне, что там да как там. Сейчас очки переоденем. Но недолго, потому что если я пойду надолго, то мое мясо все сгорит. Так что это вот, кстати, продается вот эти домики, все этот хозяин продает. Так что если кто хочет купить, может купить вот эти домики, которых он сдает. И будет вам бизнес, будете тоже сдавать вот так. Ну, за подсказку меня будете бесплатно пускать пожить пару дней. Вот, смотрим. Вот, видите? Тут вот такие домики. Вот эти. Он продает это с участком совсем. Вот в Париже там, ну, в общем, тут на 3 домика, скажем так. То есть домика 2, но на 3 семьи. И вот это все его участок. Это за 100 метров от этого самого. Вот ворота. Вообще тут поселок вот такой вот, смотрите. Сейчас мы откроем. Выйдем чуток. Вау, солнце столько. Поселок вот такой. Видите? Вот там кампинг, который мы раньше все время жили в том кампинге. Вот 300 метров, 350 в прошлый раз мы в том кампинге были. Так. Здесь. Вот. Асфальт отсюда где-то с километр, наступает асфальт, и можно поехать в Мар-де-Ляхо. А так спокойная жизнь. Вот такие дома. Вот собачка на вас. Правильно, погавкай на них. Лайки не ставят, и ты погавкай, чтобы лайки ставили. А то сподобайки вообще перестали ставить. Как вам? Это тоже его продавал, может уже продал. В прошлом году еще было не продано, но сейчас уже смотрю, стоит какая-то машина, может купили. То есть вот такие вот тут участки. Видите? Вот. Круто. Жарище, правда. За сколько можно купить такой бизнес? Ну, я не спрашивал у него, за сколько он их продает. Я знаю, что он их продает, а за сколько я не спросил. Наверное, каждый участок по-разному. Хотя я считаю, что эти участки хорошие. Тут интернет есть, газа еще нет, но он недалеко уже. То есть скоро он будет. Пока газа нет центрального, баллонами пользуется. Это даже хорошо, потому что гораздо дешевле. И асфальт уже отсюда километр.
идет в эту сторону. Через сколько-то пару лет будет и асфальт здесь. А сейчас вот, смотрите, человек пошел на пляж. Где пляж? Вот эта горка, вон машина проехала, это вот 100 метров считается квадрат. И все, то пляж. Вот, там океан. Сейчас я 2 секунды вас до океана и обратно, чао. Но я сразу сказал, что долго ходить не буду. Вот, чтобы просто сам понимали, какие насчет бизнеса. Это все в основном домики так. Это типа дачи. Или же, ну, как сказать, или сдают. Или для себя держат, чтобы как дачка. Но основная масса еще и сдает. Чтобы приезжали, бизнес делает. И сами поживут, и сдают. Вот, гляньте, все в таком духе. Вон люди на пляж переходят. Вон идут в красной майке. В общем, вот он сейчас выйдет наверх, и вот вниз и там уже океан. Вон где человек в майке, это океан. Вон идет в шортах. Но так как у меня мясо готовится и некому за ним смотреть, я туда сейчас не попрусь. Ну, факт в том, что бизнеса здесь такие. Так что если кто-то думает, ну куда, блин, бабки уложить, ну покупайте, значит, вот такие домики со своими этими. И сдавайте туристам. И сами будете где пожить. И бизнес будет легальный. И деньги уложены в нормальной стране, цивилизованной. Видите? Вот написано, даже тут не построено, но уже кто-то купил, обгородил и табличку повесил: Propiedad Privada. Propiedad Privada — это значит частная собственность. Будет строить, вот будет сносить на углу. Видите? И построить сюда какие-нибудь кабани и туристов. Потому что за 100 метров от океана это всегда сезон, пляж. Это всегда туризм. Да и самим есть здесь спрятаться. Вот явно видно, что домик сдается на много квартир. Видите, такой двухэтажный. Потому что вон много машин. Вот они вот такой построили, и вон везде куча дверей. Человек, наверное, семьи 4 может снимать. Смотрите, какая тишина. Как вам? В чате только украинцы, не знаю. Я вообще не знаю, кто там в чате. Я знаю, что сподобайки не ставят, значит, наверное, не украинцы. Украинцы знают, что такое сподобайка. А в Ушувае слабо съездить, а бабки на донат послать слабо. А такие, чтобы на Ушувае хватило, я съезжу. Давай. И будет слабо. На слабо меня брать просто. Присылаем донат на поездку в Ушувае и едем в Ушувае. Опа. Так, закрываем это хозяйство. Так, опа. Мне нравится, как они тут закрывают это дело. Такой типок, или как его тут назвать. Вон раз. Закрыто. Ладно, смотрите. Я тут когда-то в гамаке катался. Так, все-таки интернет великолепен. Следим онлайн за вами и красотами, находясь на другом конце планеты. Осталось только учуять запах с Парижа. Это да. Сейчас там Светлана Батькивна уже мясо доедает. Не, она вот, блин, как раз уже злится, что я не пришел и не переворачиваю его или еще что-нибудь. Я сейчас сам возьму. У меня тут есть бутылочка вина. Есть ледик такой, это сделанный в морозилке. Сейчас брошу ледик в стаканчик, залью туда трошки винца, положу на досточку мяско с Парижа и буду сидеть, наслаждаться жизнью. А что ж, так и надо. Привіз холодної та зимової Праги. Вчора сніг випав, уже набридло, хочется весны. Вот, смотрите, вот такая, вот такое. И то это сегодня ветрено. Завтра будет жарче. Сегодня ветер изменится, и завтра и послезавтра будет за 30, и будет это самое ветер именно северный. А северный у нас это теплый. Так. Сколько вы платите за сутки за постой? Ну, смотрите, мы платим 10 тысяч. Так. А что говорить нисколько? Так, так, так. Мы 10. Ну, это кто как договорится, да? Может,
как говорят, нас она больше любит. Так, смотрим, проверяем. ¿Y cómo salió asado? Oh, pero espectacular. Pa. Ya esto a guardar para la noche. Sí. Ya no come más. Dice, no, la gente. О, хорошо. Опа, перец появился. Перец появился. Так, сейчас и мы будем. Человек говорит, что он уже столько наели, что это уже будет для на ночь еще ostavлять. Estoy transmitiendo por ruso sobre vida en Argentina. Estoy mostrando cómo preparamos parrilla. ¿Puedo mostrar тоже parrilla? Bueno, смотрите, человек, вот, видите? Это уже, говорит, на ночь оставят, уже не могут докушать. Так что да, у нас все не доедают. У нас в Аргентине люди не доедают. Вот не доели. Gracias, señor. А моя еще не доготовилась. Моя еще вот еще будет и с перцем. Так что видите, я же говорил, что аргентинцы они не доедают, а мы не верили. И вот человек не доел, сказал, ночью доедят. Ой. Так, это я тут такое оборудовал себе с вами. Ну, вижу, Света уже тут тарелочки готовит. Так что, народ, сильно рассусоливать не будем. Опять же, ничего из интересных вопросов как бы не задают, которых, ну, мы хотели показать, как, да что, да как. То есть, где мы устроились, что мы делаем и где мы отдыхаем. Здесь мы будем торчать еще где-то, ну, не торчать, а в смысле здесь посидим еще до конца вторника, и ночью, наверное, появимся в Буэнос-Айресе во вторник, туда уже где-то часов 11 ночи. Так что видео мы тоже периодически здесь снимаем, и все, что наснимаем, потом поставим еще в хорошем качестве уже в 4К. Так, ладненько, немножко с вами поболтали. Маленький такой стримчик, поддержать, чтобы народ не забывал ставить подолбайки и типа лайки и все остальное. Давайте, не журитесь, скоро и у вас придет весна. Ну, а у нас зима, но, честно говоря, наша зима это как у многих лето. Так что все будет окей. Так, Леонид, чем вам нравится и не нравится Буэнос-Айрес? Мне, если честно говоря, всем нравится Буэнос-Айрес. Я даже не знаю, чем он мне не нравится, если честно сказать. Потому что все-таки, если бы он мне не нравился, мы бы за эти годы уже переехали куда-то в другое место. А так сколько мы не мечтаем, что надо где-то в другом. Потом, когда подумаем, говорим, нет, все-таки Буэнос-Айрес покруче будет. И жить надо в Буэнос-Айресе. А там, куда нравится, ну, можно съездить. Можно вплоть до того, что снять где-то, посидеть, пожить. А но надо вернуться для работы и для нормальной жизни. Надо, конечно, вернуться в цивилизацию. Жить где-то отшельником все время, это тоже, ну, не самый кайф. Так что нам именно нравится Буэнос-Айрес. И чем он нравится? Да тем, что нравится. Так, Леонид, а что там с русскими, которые пытались развернуть? Ничего не слышно. Пытались развернуть рожениц. Я вообще такого не слышал, что кто-то пытался развернуть рожениц. Не, дело в том, что эта история будет продолжаться, эта история будет судьей, как говорят, собираться факты, потом прикинут, будет суд, не будет суд, что там суд решит, дальше жизнь покажет. Это не делается так быстро, это может продолжаться несколько лет, так что таких каких-то жарких новостей каждый день на эту тему 100% не будет. Можно как бы... Не будет каждодневных жарных новостей, там, что кто-то где-то кого-то схватил, куда-то потащил. Нет, это будет медленно, по-южноамерикански, спокойненько расследоваться, а дальше посмотрим, чем дело кончится. Так, вы с какой тоже хотите рожать в Аргентине? Да, это точно. Ладно, народ, все, хорошего вам воскресенья, масленицы, чего там у каждого своего. А мы пошли смотреть за мясом, бо спалить это проще всего. Курс доллара к песо у вас. Сегодня, я думаю, где-то в районе такой реальный курс доллара, где вы пойдете купите 370 песо за доллар. Если на бумажках посмотреть, ну, то, наверное, где-то 160, если посмотреть в газетах. Но это то, что знает только правительство. А такой, который для простого народа, то где-то 370. Спасибо за стрим. Пока.